Всем привет! Меня зовут Юрий Новгородский, вы на канале Мир музыки, и сегодня мы поговорим о педали MXR Custom Badass 78 Distortion. Итак, серия Custom Badass это такой подарок от фирмы MXR любителям классических педалей и любителям эти педали модифицировать. Но при этом сразу предлагаются те решения, которые обычно люди в виде модификаций к этим схемам добавляют. Вот и эта педаль сделана по мотивам классического дисторшена, который, я думаю, все прекрасно знают, и который, с одной стороны, знаменит своим прорезающим мощным таким взрывным звуком, но, с другой стороны, печально знаменит нехваткой середины в некоторых сочетаниях с некоторыми инструментами и усилителями. Поэтому здесь с самого начала предлагается такая маленькая кнопочка Crunch. Вообще вот эта маленькая кнопочка у MXR всегда предлагает что-то очень хорошее. Я уже прям каждый раз готов ее нажимать и не глядя даже просто и играть. В данном случае кнопка Crunch добавляет просто середины такой музыкальной и позволяет вам подружить эту педаль с практически любым усилителем. Более того, вот сразу с порога могу сказать, что у этого дисторшена самая, наверное, интересная и полезная ручка Distortion, которая мне попадалась, потому что она очень медленно разгоняет гейн, и поэтому по всему ее спектру вы получаете очень интересные звуки, которые потихонечку разгоняются, но при этом все музыкальные, все могут быть использованы в тех или иных ситуациях. Если же Distortion убрать часов на 9, то вы получаете опять-таки скорее такой прозрачный овердрайв буст, что очень-очень-очень неплохо. И давайте в этом убедимся. Итак, вот наш чистый звук. И вот что будет, если мы включим этот 78-й Distortion со значением гейна где-то 9 часов, output чуть меньше 12, тон посередине. Видите, прозрачный такой легкий овердрайв или буст, который не меняет характер исходного сигнала и который, например, не обрезает низ, как многие другие овердрайвы. Да? То есть у вас остается низкая середина на месте, но добавляется немножко такого ворса, немножко гейна. Если при этом еще к этой настройке добавить кнопку Crunch, включить, то просто немножко расширяется ощущение звука, он становится как бы шире, его становится чуть больше, но тоже это очень музыкальная настройка, с ней здорово играть. При этом, как вы можете заметить, сохраняется динамика, да, то есть можно играть тише, громче, педаль отлично на это реагирует. И, ну вот, на мой взгляд, уже даже с дисторшеном где-то на 9 часов это очень-очень интересный такой вот легкий кранч, очень музыкальный, очень полезный, очень в некоторых ситуациях может пригодиться. Пойдем дальше и поднимем ручку Distortion где-то до серединки. Появляется характер, который я бы, например, ассоциировал не знаю, с таким классическим роковым кранчем, со звучанием, не знаю, старых маршалов, с чем-то таким. Добавим к этому коктейлю, опять-таки, кнопку Crunch.
Что радует, в звуке появляется такая правильная атака роковая, но при этом он не перенасыщенный в смысле гейна, он остается прозрачным и довольно-таки разряженным, что позволяет вам, во-первых, сочетать его с разными другими педалями, связанными с гейном, да, сочетать его с разным количеством гейна на вашем усилителе и дает вам как бы дополнительный, ну не знаю что ли, headroom, чистоту в звуке. Это интересная и полезная, на мой взгляд, черта. Ну, пойдем дальше. Возьмем гитару поагрессивнее и поднимем дисторшн ближе к максимуму. Итак, мы взяли подходящую гитару, потому что она такого же цвета. Значит, все должно получиться. Дисторшн ставлю где-то на 4 часа. По-моему, вообще отличное сочетание. И опять-таки педаль сообщает звуку агрессию, хлесткость, насыщение, но при этом сохраняется читаемость, сохраняется атака в каждой ноте. Это, мне кажется, очень-очень полезное свойство, особенно если вам нужна педаль и для ритма, и для соло партий. Здесь можно найти настройки и для того, и для другого. Опять-таки кнопка «Кранч» очень полезна и в этом режиме, потому что, например, если вы хотите, чтобы ваши рифы были чуть понасыщеннее в середине диапазона, то можно нажать «Кранч», и звук чуть-чуть поменяется ровно настолько, насколько надо. Для сольных же партий, возможно, лучше подойдет режим без кнопки «Кранч». Итак, мы пробежались по настройкам педали MXR Custom Badass 78 Distortion. И опять-таки, это больше, чем Distortion, как и в случае с другими педалями в нашей серии. Это и буст, и такой очень интересный овердрайв, и, собственно, Distortion в одной коробке, сделанной очень качественно, с кучей настроек. Поэтому, опять же, категорически рекомендую. Всем пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. До новых встреч!